Трудности. Трудности есть в жизни каждого человека. Каждый человек рано или поздно сталкивается с трудностями. Но когда мы смотрим на другого человека, нам кажется, что его трудности совсем незначительны. Они даже, может быть, и не стоят внимания. Когда мы оцениваем трудности другого человека, мы точно понимаем, что и как нужно сделать, чтобы из этой трудности выйти. Но когда мы сталкиваемся с трудностями собственными, своими, иногда эти трудности заставляют нас делать ошибки. Такие ошибки здесь, на этом канале, мы называем грабли. Однажды в Бразилии я встретил одного шамана. И он пригласил меня на церемонию своего учителя. Мы сели кругом возле костра, прикрыли глаза и стали ожидать прихода учителя. Вдруг в какой-то момент времени мне показалось, что я как бы уснул или вошел в какое-то состояние транса, потому что зазвучала какая-то приятная такая ритмичная мелодия. Мы стали раскачиваться из стороны в сторону, и у меня в голове стали проноситься образы. И как раз предметом нашего общения были трудности. Откуда они вообще в жизни человека возникают? Если существует какая-то высшая сила, то почему эта высшая сила создала нас таким образом, что мы постоянно сталкиваемся с трудностями? Вдруг я стал ощущать, как внутри меня, в моем прям сердце, у меня внутри головы стал происходить какой-то интересный звук. Этот учитель говорил на непонятном для моего ума языке, но в моем внутреннем мире, на моем внутреннем экране, тем более, что мы занимаемся специальными практиками, техниками для развития внутреннего видения. На этом внутреннем экране я стал видеть очень интересную картину. Вы сейчас тоже можете выполнить эту практику. Прикройте, пожалуйста, свои мудрые, сильные, красивые, чудесные, замечательные глаза. Прикройте их. Почувствуйте внутри себя звучание своего сердца. Почувствуйте этот ритм. Прислушайтесь к своему дыханию. Ощутите, как вы на волнах жизни движетесь куда-то вперед, вверх, куда-то в небеса. Вы входите во врата рая, вы попадаете в рай. Вы чувствуете, как в этом раю, куда вы попали, все абсолютно ваши желания, хорошие, плохие, глупые, умные, замечательные какие-то, желания еды, желания партнерства, сексуальные желания, желание чем-то обладать, все самые невероятные желания. В ту же минуту, как только ты об этом подумал или подумала, сразу же это желание сбывается. На внутреннем экране вы сейчас можете видеть, ощущать удивительные прекрасные цветы, растения, какие-то экзотические прямо ландшафты. Или наоборот, ощущать какое-то место силы, где горы, скалы, снег. Но тем не менее, любое ваше желание в ту же секунду, прямо сейчас, исполняется. Вы в раю. Прошел день. Вы наслаждаетесь этой свободой, этой независимостью от каких-либо вообще трудностей. Вероятность того, что попадая в какую-либо трудность и вы в ней совершите какую-либо ошибку, практически равна нулю. Вы не способны там, в этом раю, который сейчас внутри вас, совершать ошибки. Вы не способны там наступать на какие-либо грабли. Их попросту нет.
Хотите бананчик? Вот он бананчик. Хотите апельсинчик? Вот он апельсинчик. Хочешь машину? Вот она. Квартиру? Вот она. Деньги? Пожалуйста. Женщину или мужчину? Пожалуйста. Сына или дочь? Пожалуйста. Хочешь быть гениальным? Пожалуйста. Хочешь обладать всеми богатствами мира? Пожалуйста. Все, пожалуйста. Все. В любую секунду, в любой момент времени, любое малейшее твое желание исполняется мгновенно. И вроде бы ты начинаешь ощущать такое блаженство, счастье, свободу, такой уровень безопасности. В этом раю прошла неделя. Каждый день все то же самое. Любое твое желание исполняется. И в этом состоянии прошла еще одна неделя. И ты понимаешь, что завтра будет такая же неделя. В этом раю уже прошел целый год. Любое твое желание исполняется. Если ты сейчас с открытыми глазами, снова прикрой их. Почувствуй, что завтра в этом раю тебя ждет то же самое. И вот прошло уже 5 лет, как ты в этом всевоплощающем, всемогущем, вседающем раю. И впереди еще 5 лет, и еще вечность. Тебе не надо делать никаких усилий. Что ты начинаешь прямо сейчас ощущать? Что ты прямо сейчас чувствуешь в своем сердце, в своем теле, в своем уме? Что это? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы пережили, поняли, почувствовали, что это. И что же все такое грабли, на которые мы наступаем, почему они в нашей жизни были, есть и будут. Но они очень сильно похожи на экзамен в школе. Если ты к трудностям подготавливаешься, у тебя есть знания, у тебя есть самоотверженность, сила, у тебя есть подготовленность к трудности. Ты, проходя через нее, можешь что-то приобрести. Можно ли было это приобрести в том медитативном раю, который мы сейчас внутри себя переживали? Напишите и это в своих комментариях. Буду вам сердечно благодарен. И обмениваясь опытом, обмениваясь знаниями, мы создадим такое сообщество, которое будет мудрее, сильнее и будет способно принимать и любить. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайк. Всего вам доброго.